Приветствую вас, друзья, на канале Ева Оракул Таро, в пространстве гармонии, света и интуиции. И сегодня мы посмотрим, почему-то мне именно вот в последний месяц все время хочется смотреть для вас на оракулах, потому что они очень чувственные, эмоциональные, видимо, очень у многих тема любви стоит, и вот рука не тянется к Таро, тянется рука к оракулам. Поэтому сегодня будем смотреть тему «Будет ли у вас встреча?». Очень интересно. Будет ли у вас свидание, будет ли у вас встреча, независимо от того, это новые отношения или отношения давно. Но вот я смотрю, для многих это какие-то начинающиеся отношения. Поэтому давайте смотреть на таком чувственном, эмоциональном оракуле. Оракул, как он называется? Оракул «Магия сердец». Видите? Оракул «Магия сердец». Это вот прям абсолютно идет. Загадывайте первый, второй вариант. Можете смотреть два варианта на каждого из мужчин. Можете на одного мужчину смотреть два варианта, как ваша душа желает. Выбирайте ваш вариант в зависимости от того, сколько есть у вас времени, настроения. Ну, давайте смотреть. Единички, загадывайте своего мужчину. Первый вариант. Будет ли встреча? Будет встреча. Будете наслаждаться этой встречей. У вас будет не только встреча, но еще и радость от этой встречи, и она будет достаточно быстрая, скорая, эта встреча. Эмоционально будет, вы знаете, сначала вы будете не знать, будет ли встреча или нет, вы волнуетесь, потом она будет, потом вы узнаете, перед встречей будете волноваться, то есть это будут эмоциональные качели однозначно, но встреча будет. Дальше. Совместная старость. Но я думаю, что вы где-то или в каком-то кафе, или в каком-то ресторане вы будете сидеть вот так вот вдвоем, вы будете наслаждаться, вам будет классно. То есть эта встреча будет очень романтичной. Она будет, знаете, как будто бы люди, которые давно друг друга знают, такие как родственные души, которые встретились, и вы друг с другом, у вас будет прям такое классное чувство, что вы прям ждали этой встречи. Это будет очень романтично, очень чувственно. Так вот, знаете, даже если это не будет иметь какого-то продолжения, но даже эта встреча, она даст вам, то есть мужчина, он, понимаете, он как бы за вашей энергией, за этой встречей, как бы за вами просто пойдет как на поводке. То есть, ему это свидание будет просто по такому кайфу, он вот как вы захотите, где вы захотите, то есть он в этом свидании будет пытаться вам угодить, пытаться будет вас порадовать, пытаться произвести на вас впечатление. То есть он будет пытаться вести себя так, чтобы вам понравиться. Вот. Для него это будет очень сложно. То есть он, возможно, даже, понимаете, для того, чтобы эта встреча произошла, ему нужно будет пройти какие-то испытания, возможно, куда-то приехать, возможно, не знаю, там, решить какие-то финансовые вопросы, что-то заработать. То есть ему нужно будет решать что-то, понимаете, решать какие-то вопросы, и ему это не так просто, вот, знаете, с вами встретиться. Возможно, он живет в другой стране, возможно, в другом городе, возможно, у него какие-то сейчас обстоятельства, работа, куча дел, усталости, какие-то другие проблемы, и поэтому встреча не происходит так быстро, как вам хотелось бы, но эта встреча будет. Эта встреча будет. Перетягивание каната. Ну, понимаете, тут сейчас такой момент, что вы хотите встречу побыстрее, вы хотите, чтобы это прямо сейчас. А мужчина, у него там какие-то дела, какие-то обстоятельства, то есть у него он как-то зажат какими-то проблемами, вы хотите по-быстрому, по легкости и так далее, и вы как будто бы его тянете, там, пытаетесь какими-то намеками, я смотрю, как-то ускорить процесс. Но на самом деле просто нужно дать ситуации время. Не нужно тянуть мужчину, не нужно как бы там его насиловать, да, там... То есть дайте возможность ситуации развиваться, как она есть, окей? И вы получите от этой встречи на самом деле удовольствие. То есть не наседайте на мужчину, пусть эта встреча произойдет так, как она, видите, пусть такая будет переписка, кинули самолетик, да, пусть какие-то да, то есть не торопите встречу. Видите, какая красивая карта. Не торопите встречу, дайте ситуации развиваться спокойно. Вот. И обязательно будет, эта встреча произойдет однозначно. То есть встреча у вас будет, если вопрос вы ставите да или нет. Ой, карта прям выпрыгнула, понимаете? Вот тут какая-то карта. Ну вот видите, вот же жатва. Он очень хочет любви, очень хочет с вами встречи. Но человек немножечко, вот так вот на солнце, видите, бликует карта. Но человек, у него какие-то там дела, у него какие-то проблемы. Ему нужно решать какие-то вопросы. Понимаете, у него есть какие-то тяжести. Он не может просто так там сорваться к вам, прийти навстречу. То есть человек к вам со всем сердцем, но у него есть какие-то обстоятельства. Вот так вот. Так, давайте еще смотреть, почему будет ли встреча. Мы уже знали, что будет, но
Как пройдет эта встреча, давайте посмотрим. Это просто встреча мечты. Это будет, знаете, свидание, о котором вы мечтали и для него, и для вас. То есть вы для него, во-первых, женщина-мечта. Свидание пройдет тоже, понимаете, под духом, что вы для него женщина-мечта. То есть он настолько этого предвкушает, он настолько, возможно, этого долго ждал, он очень хочет этой встречи, этого свидания. Поэтому класс. Я не знаю, что там у вас намечается за романтик, но это будет очень классно. Карта выпрыгивает. И это вот все, чем это кончится, понимаете? Поцелуем, счастьем. У кого-то даже, может быть, эта встреча будет роковой, и она закончится даже семьей. Удивительно. Посмотрите, какие красивые карты. Интересно сегодня расклад. Будет ли встреча? Возможно, вы думали, услышать не будет, какие-то сложности. А оказывается, здесь все просто. Просто какие-то есть преграды, которые нужно спокойно к этому отнестись. Класс. Класс. Вот. Дальше поехали. Давайте посмотрим еще единички, что нам еще карты скажут по поводу этой встречи. Ну, вы будете порхать. Вы будете порхать. Вы, может быть, даже вам куда-то нужно будет поехать. Может быть, это в какой-то новый район, или в новое место, или в новый ресторан. То есть эта встреча тоже будет, понимаете, скажем так, для вас чем-то новым. Вот, то есть вы как бы сделаете что-то новое, выход из своего какого-то пространства. Может быть, вы поедете на свидание в другую страну, может быть, просто в другой район, а может быть, в то место или в тот ресторан, или, не знаю, или куда-то, где будет ваша встреча, где вы там не были. То есть для вас это будет тоже какое-то, знаете, как приключение. Вот. Давайте еще посмотрим, будет ли встреча. Ну да, она, понимаете, сейчас только отношения в зарождающемся таком вот, да, моменте. То есть даже если это пары, которые уже вместе, то для вас это, знаете, как какое-то новое начало. Эта встреча будет, это свидание. Поэтому встреча однозначно будет, понимаете. Это будет как новое начало для вашей пары. Очень интересно. Ну, давайте напоследок совет для вас, потому что вы ждете, вы в нетерпении, вы очень хотите эту встречу, и вы... сейчас я пока записываю этот расклад, мне кажется, я сгорю уже. Я сгорела, мне кажется, солнце. Уже начинается летнее солнце. Нужен солнцезащитный крем. Тут две карты выпрыгнули. Интересно, опять эта карта снова. Вам совет, видите, вам совет. То есть будьте немножко легче, относитесь, все придет как бы в нужный момент, видите, и вы будете, ну, у вас там будет романтик. Это романтик не просто вы посидели в кафе, это романтик с продолжением, понимаете? Там будет такая синергия чувств, синергия всего, и вы реально будете просто, ну, кайфовать. Поэтому встреча будет, и это будет не просто встреча, это будет такое романтическое свидание, чувственное, с продолжением. Вот, поэтому вам совет готовиться к этому, настраиваться на это и не торопить встречу, дать ей произойти в нужный момент, в нужное время. Дальше поехали. Давайте смотреть двоечек. Второй вариант. Загадывайте своего мужчину, выбирайте. Извиняюсь, очень жаркое солнце, просто меня запекло. Летом легче будет записывать видео, на каждом углу можно будет устроиться. Но видите, вот солнце, если долго, 20-30 минут пока расклад, то можно и сгореть. Нужно готовиться, мазаться кремами. Ну ладно, почему-то я решила вам это сказать. Видимо, потому что к этой встрече, которая у вас будет, какая-то будет подготовка у вас, понимаете? Я вот думаю, что вам нужно настроиться. То есть тут какие-то моменты у двоечек. Вы хотите встречи, но вы понимаете, что вы сами пока не готовы, вы пока еще не настроились, вы не проработали, вы даже немножко боитесь этой встречи. У вас на душе... Ну, давайте посмотрим, будет ли встреча. Ну, вы пока боитесь, может быть, этим страхом вы блокируете. Ну, будет, мужчина появится, вы понимаете, он готов, он готов. То есть здесь именно такой вариант, что встреча не происходит именно потому, что вы... скажем так, у вас какие-то страхи, у вас какие-то сомнения, вам кажется, может быть, я недостаточно хороша. У вас какие-то родовые программы поднялись, понимаете? Вы думаете, может быть, вам в детстве говорили, да, есть девушки получше, вы себя сравниваете с кем-то. То есть, может быть, вы считаете, что он такой холеный, классный парень, а вы так себе. То есть у вас какие-то родовые программы идут с детства, что вы, может быть, недостаточно хороша для него, понимаете? И вы вроде как эту встречу хотите, но вы ее и не хотите одновременно. То есть здесь вот у вас такое вот, понимаете? Давайте посмотрим, будет ли все-таки еще раз эта встреча. Давайте спросим еще у карт. Во-первых, ходит снова эта карта.
Вы понимаете? Встреча будет. Мужчина уже как бы готов с вами встречаться, но вы, понимаете, вам нужно как бы немножко подняться над теми проблемами, стереотипами о том, как должна пройти встреча, как он должен себя вести. То есть вы окутаны стереотипами, у вас куча стереотипов о том, как он должен себя вести, как должны развиваться отношения. Отпустите все это, отпустите все табу, понимаете, это все ваши родовые программы, которые вам не дают наслаждаться процессом, не дают этой встрече произойти. Вот такой вот вариант. Поэтому двоечки, у вас однозначно встреча будет, но это зависит от вас. Если вы захотите, если вы разберетесь с собой, со всеми проблемами, страхами, сомнениями, самобичеваниями, недостаточно хороша, я недостойна любви и так далее, со всеми стереотипами, понимаете, то у вас будет эта встреча тоже, как у единичек, приведет к чему-то на самом деле интересному. Даже если не с этим человеком, но через общение с этим мужчиной у вас начнется как бы проявляться ценность к себе, понимаете? Вы потом сможете встретить такого мужчину, который будет вас любить, с которым у вас появится семья и дети даже. Кому это актуально, понимаете? А актуально, я смотрю, на этом раскладе достаточно многим. Многие даже мечтают об этом. Но пока не складывается. Вот так вот, видите? То есть самоценность. Чувство собственного достоинства. Поймите, что вы очень ценны. Он вас видит очень ценной. И вам эту ценность нужно тоже, подсказка, в себе увидеть, понимаете? Мужчина собой доволен, он в себе уверен, он видит свою ценность. А вы свою ценность где-то потеряли, забыли. Возможно, были тяжелые отношения. Возможно, в детстве вам говорили, что вы не очень красивая, есть девочки покрасивее. Возможно, не любовь папы или там еще какие-то. То есть проработайте все стереотипы, все, что у вас там идет с детства и так далее. Почему вы считаете, что вы недостаточно хороша? И тогда это свидание обязательно произойдет. Почему вы считаете, что вы недостойны такого мужчины? Вот. И встреча будет. Будет свадьба, понимаете? Все будет классно. Если вы меняете свой настрой, если вы меняете, перестраиваетесь, осознаете свою ценность, осознаете, что вы прекрасная, замечательная, красивая, достойная, такая, как вы, просто вот достойна просто самого лучшего в этом мире, то и мужчина будет к вам относиться, будет слияние, понимаете, будет гармония, будет развитие этих отношений, понимаете, долгий путь впереди, к счастью. Ну, давайте еще посмотрим, будет ли встреча, самое главное, какую будет в итоге эта встреча, учитывая, что у вас сейчас на душе такие состояния. Интересно, видите? Ну вот я же говорю, мужчина, он нам видится с цветами, а вы вот в этом состоянии. Возможно, у вас какие-то боли, возможно, вы там немножко разочарованы другими мужчинами. Хотя этот мужчина другой. Понимаете, вы немножко, может быть, разочарованы. Поэтому у вас состояние грусти, печали, неудовлетворенности, сомнений в себе. Вот опять карта выпрыгивает. Что за карта? Понимаете, у вас может быть вот так, но вы себе вот этим монашеством, понимаете, вот перекрываете вот тоже возможность вот таких вот отношений. Вам нужно быть полегче, вам нужно разобраться, понимаете? Вот как у единичек тоже вышли похожие карты. Я же говорю, что карты похожие выходят, а ситуации разные. Разные женщины, разные мужчины. Так, ну давайте еще посмотрим, как пройдет эта встреча. Видите, а как встреча пройдет? Ну вот пока вы из этой трясины не выберетесь, понимаете, она пройдет классно, как та романтика, если вы разберетесь с этой трясиной внутри, если вы перестанете горюниться, искать во всем негатив, искать во всем подвох, если вы приходите на свидание, и каждое его слово, каждое его действие, вот я смотрю, ой, вот это он тебе сказал, это плохо, или я там ему не понравилась, ой, это то. Если вы откроетесь чувством, понимаете, и дадите себе как ребенку наслаждаться, не давая оценок этим отношениям, тому, что происходит, а просто душой радоваться, понимаете, вот так нужно ходить на свидание, на встречу, понимаете, открыто, вот действительно наслаждаться. А если вы идете как на экзамен, если вы идете к этой встрече, как бы, а что там это будет, вы сразу думаете наперед, это ничего от этого не будет, это сразу будет считываться и мужчиной, и вы не получите удовольствия, а не он. Поэтому то, как пройдет эта встреча и будет она, зависит в данном случае у двоечек только от вас. Только, видите, вот выходит только вы. Если вы разберетесь со своими эмоциями, со своими болями, со своими травмами, понимаете, эта встреча будет. Но пока вы сидите в таком состоянии, и встречи нету, и общения нету. Ни нового общения, ни продолжения старого, то есть вы как бы сами выбираете это. Вам показывают, понимаете, а нужно вот стать такой. Вы там, вот,
Нужно вот разобраться с этим, и будет вот так в итоге, понимаете? Вот вам показывают совет. Поэтому, дорогие мои двоечки, второй вариант. Оцените себя, какие вы прекрасные, замечательные. Если у вас были тяжелые времена в жизни, они даны вам с любовью. Все делается для нас с любовью. Это все уроки. Поэтому все, что не убивает, делает нас сильнее. Почему-то мне захотелось сказать вам эту фразу. Поэтому обязательно будет мужчина, который оценит вас. Он нам показывает, что мужчины ценят вас, понимаете? Они видят в вас чистоту и уникальность. Вы не видите в себе. А когда вы не видите в себе, вы блокируете для пространства, и для мужчин вы говорите, ну, я не очень такая, да, ну, что со мной кто-то будет встречаться? Это ваши подсознательные, понимаете, мысли. Ну, я какая-то не такая, ну, я недостойна этого. Вот решите, что вы достойны. Поговорите с собой, разберитесь, почему вы считаете, что вы недостойны. Вы на самом деле женщина мечты, но вы в это не верите, понимаете? Вот так вот. Это все детские травмы, понимаете? Это 100% у двоечек, это детские стереотипы. Папа, возможно, не любил, или был холодный, или вообще не было в жизни. Мама, возможно, больше критиковала, чем хвалила. То есть, возможно, вы в детстве чувствовали одиночество, и вообще вам казалось, что никто не может вас любить. То есть, вот это вот все проработайте, вспомните и перестройте на новые программы. Сразу закашлялась, потому что там очень много боли. Очень много прям стало. То есть я когда начала вот ваше детство, вы сейчас, двоечки, ну, большинство, кто смотрит второй вариант, кто этот расклад, вы поймете, о чем я. Вам это срезонировало. Да. Это все из дома, с детства. Поэтому разберитесь, проработайте, и встреча обязательно будет. 100% встреча будет. И даже если не с этим человеком, которого вы загадали, но в целом встреча с мужчиной, о котором вы мечтаете, она у вас будет. Вот такой вот у нас вариант для двоечек. Давайте еще одну карту вам. Я чувствую, вам нужна поддержка. Будет движение. Видите, мчится. Когда вы перестраиваетесь, мужчина мчится. И отношения вот такие мчатся в вашу жизнь. Вот так вот вам на солнышко. Вот такой вот вариант, девочки. Такая вот красота. Так что, желаю вам счастья. Пусть ваша встреча состоится. А она состоится, все в ваших руках. Желаю вам быть счастливыми, гармоничными и наслаждаться тем процессом, который есть, не торопите его. С вами была Ева, я ясновидящая, целитель, мастер рейки. Если вам нужна моя индивидуальная консультация, или вы хотели бы получить такое же видео себе, или отправить кому-то в подарок, обязательно оставляйте внизу в Телеграме какое-то сообщение или в комментариях. Также каждый лайк, каждый комментарий правда вызывает у меня огромное чувство теплоты, которое я тут же желаю этому человеку в ответ и прям посылаю вам, чтобы вы были счастливы и в вашей жизни было все, что вы хотите. Вот. А будет счастье. Вот такая вот карта сразу вышла, понимаете? Поэтому я желаю вам счастья. Ставьте лайки, если на то лежит у вас душа. Подписывайтесь на канал. С вами Ева. Увидимся. До новых встреч.